В сегодняшней лекции по моей системе спасения гармоничного развития я показываю технологию, построенную на использовании разряженных систем и структур сознания и на том свойстве, что, соединяя эти разряженные системы, в движении соединения вы ставите управляющую систему. Принцип достаточно логически простой. Он заключается в том, что то, что называется разряженной или моментальной системой в восприятии, выявляется в первой итерации, во второй итерации выявляется, возможно, вторая система, и строится своеобразный мостик между системами, и в процессе построения мостика вы делаете управление. Значит, когда речь идет о такой системе управления, то по уровню макродоступа первым свойством данной технологии является то, что сам принцип построения на развивающейся системе – это принцип практически моментального доступа, потому что в сознании элемент развития – это всегда, значит, ситуация, которая соотносится на уровне физического восприятия с уровнем первой степени новизны. Значит, первая степень новизны, данный термин я ввел таким образом, что если вы, например, воспринимаете что-то в первый раз, то обозначим, предположим, это на физическом уровне первой степенью. Если вы увидели нечто совершенно новое, предположим, физическим зрением, если соотносимая, что ли, модель для сознания, именно для уровня восприятия по первой степени новизны, то это будет система такого построения реальности, значит, причем не просто построение, а управление, одновременно управление построением и построением, а следовательно такого построения, где в понятие построения входит управление построением, что вы имеете развитие сознания в системы макродоступа и в системы общих связей. То есть в данном случае я имею в виду, что построение затрагивает все системные, уникальные, частные, периферические, вообще все, какие возможны связи сразу. Вот чтобы построить такую модель, где уровень построения затрагивает сразу все, нужно делать так, чтобы, так же, как делает создатель, вы могли дифференцировать картину того, что вы делаете. То есть дифференцировать, то есть воспринимать и уметь направлять одновременно. И вот в этой лекции восприятие и направление будет выявлено уже в духовной характеристике, которая характеризует сразу две величины. Это восприятие, управление элементом и при этом выращивание такого состояния духа, причем в пределах логической фазы сознания, что вы имеете две величины в одном духовном статусе. Следовательно, в данной лекции духовное управление является системным уровнем управления, при котором состояние духовного статуса строится на платформе логических посылов. И вот когда, значит, вы рассматриваете свойства духа по распространению, то, как вот аксиома я здесь это утверждаю, что в духовной характеристике распространения духовных составляющих управления, там в первой итерации имеется в виду в самом близком расстоянии, физическом расстоянии к душе. И будьте внимательны к этому термину, именно в расстоянии с точки зрения физического пространства. Там распространение происходит именно так. Во-первых, сначала уровень максимального доступа плюс управление в одной составляющей, и во-вторых, значит, доступ происходит именно между первично выявленной системой, то есть опорная система духовной реакции, и всеми другими системами. То есть на оптике это выглядит как первичный импульс свечения, потом какие-то рассеянные импульсы, и вот между этими импульсами происходит взаимодействие по типу общих связей. То есть первый импульс более выявленного свечения, он как бы засвечивает все другие, и это и есть уровень управления, который происходит внутри этих лучей. Значит, я сейчас стараюсь уже обратно подойти с логической фазы к управлению и сделать так, чтобы духовная и логическая фаза совпали. Тогда рост духовной фазы это будет как бы развитие просто логической фазы. На уровне внутреннего познания, которое достаточно свойственно всем с момента, скажем так, организации, затем, например, рождение, да, на физическом уровне и развитие,
вот если проследить эти оптические системы, вот, которые я сейчас назвал на уровне восприятия спасения, вы видите, что существует достаточно знакомая картина, что когда вы логически достаточно много, значит, познаете, то постепенно у вас вырабатывается некий духовный статус, который имеет место какое-то геометрическое в расположении возле вашего тела или в пространстве восприятия, где понятие тела, ну, например, не фигурирует как объект, на котором вы концентрируете внимание, вот, например, постоянное. Но, тем не менее, существует такая какая-то область, которая именно и обозначает в данном случае, что это логическая фаза превращена в духовную фазу статичного управления уже. А вот духовная фаза статичного управления – это некий образ, некая форма, которая и осуществляет одновременное управление как, значит, ну, например, логической фазой. То есть, если обратить внимание, что происходит при этом, то духовная фаза всегда управляет через прошлое, которое являлось построением самой фазы. Следовательно, устойчивость управления в данном случае максимальная, потому что для духовной конструкции управление через прошлое, с учетом того, что в духовной конструкции существует в большей мере, например, до 80% управляющей информация будущего, является именно устойчивой. Поэтому в логической фазе информация будущего иногда доходит примерно до 1% всего в управляющей фазе. То есть обратите внимание вот на такие соотношения управления, и если вы занимаетесь, например, именно целевым образом, то есть ставите цель макроспасения или спасения всех от спасения, предположим, там, от ядерного взрыва, да, макровзрыва, то вам нужно логическую фазу получить, например, до 100% управления с точки зрения фракции будущего. И вот эта итерация, которую я сейчас сказал, она позволяет это получить. Значит, получение, да, в данном случае достаточно простое. Это выглядит, ну, нечто подобное песочным часам. Если нижнее основание песочных, так скажем, часов в кавычках, это выращенная духовная фаза управления, то верхняя часть это может быть логическая фаза, и если их много раз перекручивать в сознании, например, сделать так, чтобы количество этих перекручиваний было направлено в бесконечность, то от того, что вы меняете вообще пространственное расположение возле себя информации, вы получаете, что системные связи, которые находятся дальше, они как бы рассеиваются и начинают иметь усредненную величину. То есть это логически очень просто понять, если очень много перемешивать, ну, условно, сахар в стакане, то постепенно крупинки рассеиваются, их уже не видно как крупинки. Тот же самый принцип при большом количестве связей, при большом количестве действий вы получаете такое управление. Но самое главное, что вы здесь получаете, это то, что, значит, вы делаете на самом деле уже управление душой. То есть принцип такой, что вы, когда это начинаете делать, работает в основном логика, постепенно логическая фаза тоже рассеивается. И вы очень четко можете проследить, что работает уже душа. То есть вот как бы в определенном уровне своеобразного автоматизма работает именно душа. И вот когда вы по этой линии возвращаетесь на фактор ее присутствия, предположим, в физическом теле, вы очень четко можете увидеть, как тело постоянно организуется душой. И вот когда мы говорим о принципах полной самоорганизации при условии гармоничного развития, это вот вторая итерация данной лекции, где принцип макроспасения прямого доступа заключался в объединении фазы будущего и фазы прошлого. Я об этом просто не сказал. Как только вы объединяете, и будущее существует, следовательно, вы спасли. А принцип объединения – это вот своеобразный волчок, который крутится, да, действие души. То есть я в данном случае первый принцип дал как систему действия, не описывая детали действия. Второй принцип, принцип саморегенерации, это вот вы находите координаты управления, значит, которые идут уже от души, и эти координаты просто задаете так, чтобы они были, ну, например, функциональными с точки зрения вашего просмотра, который существует в плане, например, просмотра того, что вы хотите восстановить, да, например, в себе или в окружающей среде одновременно. И вот когда вы задаете вопрос в себе, в окружающей среде одновременно, вы видите, что существуют совершенно прямые и однозначные связи, характеризующие, что ваше состояние полностью определено в определенной части. Я не говорю, что это вообще, но вот в определенной части восприятия
определено состоянием окружающей среды. И вот, ну, например, если некое внешнее заболевание у кого-то или есть экологические проблемы, и в соответствии с этим, например, древняя буддийская, ну, технология, так скажем, она как раз и показывала путь от души, где логическая фаза присутствует как управляющая фаза, и поэтому и философия, она выращивала именно принцип неуничтожения, вообще говоря, любой сущности, которая существовала. И потому как в данном случае достаточно просто понять, что это соотносится непосредственно с личностью каждого, кто, ну, скажем так, воспроизведен и кто умеет реагировать так, да, скажем. И вот здесь существует второй уровень, значит, этой подструктуры. Вот я ввел такое понятие, что умение реагировать, да, предположим, если взять камень, там, он, можно сказать, что он не реагентен по отношению к росту растений, которые вдалеке от него. Но если, например, мы начинаем сжимать пространство мысленно, то мы можем сказать, что, ну, как бы сделать экстраполяцию возможного события. Если камень находится под растением, то он влияет на растение, например, да, каким-то образом при росте. Так вот, понятие экстраполяция – это действие души, выраженное в логической фазе, в том случае, если вы смотрите опять по траектории, сначала находя душу. То есть управляя элемент души, тот координатный путь, о котором я сказал. И вот это управление, я сейчас несколько усложню в данном месте лекцию, это и есть управление по рассеянной фазе, там, где бесконечное количество связей. Обратите внимание, что я сам логический принцип управления изложил в рассеянной фазе. То есть информацию об управлении вы можете просто брать, как только вы видите рассеянное свечение. Как только вы берете точную информацию из рассеянной области, значит, вы можете брать точную информацию с любой конструированной области. Логически это очень просто. Значит, и вот этот переход, когда вы можете брать информацию из рассеянной области, при этом создается управление с любой конструированной области, корректное управление, этот переход можно повторять многократно и рассмотреть следующий достаточно простой принцип, который заключается в том, что если вы, например, смотрите на любой предмет, да, на любую систему окружающей среды, и при этом выводите эту систему в оптическую фазу, то получается вы можете, создавая оптическую фазу, делать управление корректным. Просто потому, что вы создаете сами, вам не надо вообще никуда двигаться в пределах сознания. Следующий уровень можно вообще ни на что не смотреть, а просто создать элемент оптического свечения и делать управление через него. И вот когда вы два метода таких, что ли, свечения оптического от предмета или от какого-то объекта реальности, плюс свечение, созданное вами, начнете смотреть, в чем разница информативной фазы для вас, то во втором случае, когда вы создали самостоятельное свечение, опорной точкой будет ваша собственная информация. Ну, то, что вы представляете как элемент, выявленный, что ли, в управляющей системе, для себя лично. И вот когда вы по этому каналу опять проходите в то, что делает душа, когда организовывает ваше тело, то вы получаете, что управление на самом деле происходит интенсивно, и временной аспект этого управления, он находится за границами, скажем так, обычного восприятия времени. Если мы можем дробить время, там, делать, например, миллисекунды, то за миллисекунды логическая фаза, она уже дальше как бы не успевает. Меньше, чем там, миллисекунда, если мы ставим вопрос о том, что мы должны в это время что-то успеть запомнить, то это становится сложным. Но когда вы, например, опускаетесь, ну, предположим, в 10 минус 19 степени секунд, то опять наступает ясность восприятия. Вот тренинг по, значит, получению ясновидческой фазы, именно фаза прямого контроля, фаза управляющего ясновидения, может в данном случае заключаться в том, что если вы хотите получить доступ к любому событию в пределах своего сознания, то вы как бы внутренне, значит, отмечаете точку или там область, или границу, граничную область, граничную, там, например, полусферу или плоскость некую, которая обозначает, значит, ну, максимальное, что ли, дробление по времени, где доступ усложняется, например, да, для вас, для каждого, причем это может быть субъективная характеристика. Значит, и проходите в настолько мелкое дробление, где вы опять просветляете, видите всю реальность, ну, как бы в своеобразном замороженном состоянии. Это вот фаза первой итерации ясновидения, когда все видно
ну, как бы как в застывшей картинке. Вот когда вы проходите между этими двумя фазами, вы получаете управление и доступ в любое событие, опять же, с точки зрения той технологии, которую я в этой лекции вначале объявил. То есть технология управления между двуимпульсными системами, в данном случае двуимпульсными состояниями, где в виде состояния первичного импульса я дал координату, значит, минимального уровня, за которым происходит усложнение восприятия. Это логически очень просто понять, поставить вопрос просто лично себе, в какое время воспринимаемо, а за которым уже сложнее запомнить там, количество действий, предположим, настолько оно является быстрым. Просчитать это время очень просто, можно посмотреть на часы и задаться вопросом, там, например, за миллисекунду, или там, разделить секунду на 3 части, да, сначала. Вот количество листвы на дереве, сколько можно запомнить и так далее. И выработать очень четкое оптическое свечение, где вы считаете, что дальше уже становится сложнее. То есть я не говорю, что сложно, потому что с помощью управления можно эту границу как бы взять и рассеять. Но именно где становится сложнее, где требуется напряжение, где вы видите, что давление души, управление от души начинает действовать в эту оптическую форму. То есть давление из вашего физического тела начинает давить, как своеобразный поплавок, проталкивать как бы в уровень, большей информативности и меньшего сопротивления. То есть давление души я выявляю как именно оптический параметр, который не регистрируется в оптической фазе в данном случае. Я всего лишь навсего говорю, что мы работаем на логике, и при этом давление просто как управляющий элемент ввожу в эту управляющую систему, при этом не говоря о том, что происходит. Вот уровень рассеивания информации между двумя оптическими импульсами содержится именно в такой среде. То есть среда, которая не обладает как бы в первом импульсе восприятия, пока я говорю только о первом импульсе восприятия. Обратите внимание, вот все время в течение всей лекции я говорю все время, что мы говорим о первой итерации, о первом импульсе, и пока не углубляемся как бы в логическую фазу управления как бы следующего раза. Вот в технологиях спасения надо часто уметь делать сразу в первом импульсе все, поэтому часто приходится первый импульс восприятия очень с разных сторон рассматривать, лишь бы получить мгновенное управление. И вот мгновенное управление в данном случае это как раз та среда, которая находится до первого импульса. И в связи с тем, что я сейчас сказал, что вы эту среду можете ощутить, увидеть, например, и получить определенную даже конфигурацию своеобразную в пространстве своей реакции. Вот пространство реакции это не пространство мышления. Это может быть любое пространство, например, души, духа, или пространство воссозданного восприятия какого-то элемента реальности, который может не соотноситься с известными, например, системами. Да? Но это пространство входит в пространство от Создателя в любом случае. И вот когда вы работаете с этим пространством, оно может быть как раз очень близко к Создателю, но может быть и таким, что там очень много информативности, и путь к Создателю, он как раз проложен через систему знаний. Обратите внимание, когда вы будете слушать эту лекцию, что пространство, которое не обозначено словесно, это есть управляющее пространство. И более того, в виде формы, я несколько раз в этой лекции его показывал, примерно в районе руки, например, да, и в направлении к себе, и при этом это пространство, оно функционирует как пространство макроспасения, прямого доступа, и все характеристики по прямому управлению, но при этом оно может быть не описано. В чем преимущество работы с такой системой, когда вы на духовном уровне, например, выявляете этот статус? Преимущество заключается в том, что когда вы спите, не обращаете внимания, едете или там читаете книгу, то есть активное управление у вас может быть в другой области, или можно считать, что вы отдыхаете, предположим. Это пространство является управляющим пространством, и вы получаете, что то, что находится между выявленными, например, рассеянными сигналами, это есть управление. И просто это один из принципов управления, который относится к управлению через неорганизованное или через неопределенное пространство восприятия. И вот когда, опять же, я вам сказал, что вы дробите, например, импульсы в своем восприятии, таким образом, что они характеризуют, например, интервал времени, то переход, например,
10 минус 19, или можно взять 10, предположим, минус 200 степени секунды, если хотите. Но чем больше вы будете брать, тем ближе вы видите, что приближается итерация опять к начальному уровню. То есть к тому, что для вас является логически более приемлемым восприятием. То есть логика начинает работать так, что вы свое управление получаете обратно же таким образом, что вы логически начинаете получать точную информацию. И вот обратите внимание, что информация ясновидческая, или там, скажем, яснознание, она выглядит в данной технологии как своеобразная капля, близкая к капле воды, например, да, по конфигурации, которая падает под действием силы тяжести. И, значит, эта капля, она такова, что представляет из себя своеобразную петлю, что первое действие в начале этой капли, и потом своеобразное утолщение идет внизу, импульс сознания проходит вверх и замыкается, как только, значит, за каплей, вот капля летит, и информация перед каплей такова, что, значит, следующая среда для нее может быть различной, да, с точки зрения уровня самой капли, которая не содержит, например, управляющая система, а движется под действием силы тяжести. Следующее пространство является неопределенной величиной. И вот если работать по аналогии с известной средой, например, да, капля движется под действием силы тяжести, вы получаете своеобразную сотовую такую систему или сотовый подход в принципах распределения импульсов сознания, где каждая сота обозначает определенный принцип в структуре сознания. И вот если перенести, что для капли, например, да, представляет пространство с точки зрения вообще реакции капли, вот именно этот элемент мира, как бы внешний элемент мира, перенести в сознание, что в сознании человека соответствует этому, например, то тогда вы увидите опять неопределенную область, характеризующую следующий элемент, что следующий элемент сознания развивается, заново все время. То самая простая характеристика, самая первая, что каждый элемент следующий, это новая система в реагентности. Потому что если нет управления, понятие силы тяжести для капли это достаточно условное понятие. Тем не менее, значит, принцип новизны, как реагентная область, он достаточно понятен всем. И вот мы нашли один общий уровень, который характеризует, вообще говоря, абсолютно общий принцип в системе коллективного сознания, что, значит, доступный для восприятия многих элемент, это есть элемент объективный для любой среды. То есть, если с точки зрения, например, реакции дерева, реакции человека, пространство, следующее при полете капли, это пространство новизны для капли, с точки зрения дерева, в общем-то, это то же самое, потому что капля может ударить по листу, и дерево воспринимает как некий совершенно внешний элемент воздействия, непонятно откуда взявшийся. То есть это новизна, исходящая из свойств дерева, реагирует на каплю, упавшую на лист, например, дерева. И так далее. И при этом, хотя капля разбивается, но принцип новизны существует, как элемент сопоставимой реагентности. То есть если бы дерево смотрело на каплю через свое сознание, да, вот так скажем. И объединяя эти импульсы, мы получаем, скажем так, фракцию коллективного сознания, которая характеризует элемент реальности, который воспроизводится, он зависит, во-первых, от сопоставимых, то есть те, которые участвуют в активном управлении. Например, принцип, что камень находится под деревом, и он влияет на дерево. И есть элементы, которые участвуют по системе общих связей в пределах сознания человека, то есть и в пределах, например, реагентности других систем. И при этом принцип можно очень схематично переложить, например, на лист бумаги, нарисовать круг и сказать, что вот событие А в одной точке, внутри круга, предположим, внутри окружности, а событие Б в другой точке. Естественно, что мы имеем возможность провести прямую линию или построить какое-то пространство фигуры и соединить эти точки. То есть сказать, что каждое событие связано с каждым другим, если все события внутри круга, достаточно просто логически объяснить. Так вот, логическая фаза сознания человека в пределах полета капли, в пределах развития событийной системы этой внешней системы, заключена в том, что то, что можно сделать логически, у капли существует как элемент действия в системе общих связей. Она же летит, вроде бы и независимо от сознания. И вот когда мы, имея эту стыковку логической фазе
и полета опять в логической фазе, например, сознания, мы обозначаем это действием, то в пределах действия мы получаем часто достаточно рассеянную систему. Она выглядит следующим образом, что первичный импульс, он в виде вопроса существует, а конечный импульс требует для ответа анализа. Опять рассеянная система получается. Но в действии, пока мы делаем действие, нам понятно, что происходит. То есть на духовной основе нам понятно, как только мы попадаем в рассеянную систему, мы как бы имеем много параметров в управлении, и тогда получаем тот элемент, что для того, чтобы понять, приходится предпринимать какие-то элементы анализа. Значит, и вот чтобы рассеянные системы не приводили, например, к аналитической фазе, а работали так же мгновенно, как, например, мгновенно работает духовная составляющая, духовно выявленная форма, можно использовать принцип своеобразного преобразования рассеянных систем сразу в логический уровень, значит, с первичным уровнем управляющего свечения, так скажем. Он заключается в том, что над рассеянной системой вы специально ставите просто мощное и интенсивное свечение, которое вы реализовываете за счет волевого, что ли, импульса. Вот, например, в процессах творчества множество предварительных данных часто выходит творческий какой-то уровень находки, что ли, по цели творчества. И при этом воспринимающий видит, как правило, достаточно ясный и четкий, более, что ли, сильный свет. Вот переход в эту фазу может быть наоборот, то есть не путем рассеянных систем получать свечение, которое может в разное время происходить и бесконтрольно, например, да? А можно высвечивать сильную логическую фазу, которая бы нейтрализовывала действие по анализу логических систем и приводила сразу к управлению, потому что вы управленцы, вы можете это сделать сразу. А вот уровень, значит, времени, которое требуется для того, чтобы реализовать, например, эту систему, да, в творчестве это может быть различное время, для спасения это надо сделать управляемым. Вот это время как раз-таки нужно сделать таким, чтобы оно было внутри этого фактора свечения. А делается это следующим образом. Первичный импульс из наиболее оптически выявленной, что ли, фазы восприятия, который очень просто найти, стоит только сосредоточиться на задаче выявления оптического импульса в максимальной фазе свечения, значит, и затем перейти к любому другому рассеянному импульсу, два импульса просто сжать и вставить в середину этого оптического свечения. Тогда вы получите целевое корректное управление. Оно может быть достаточно строгим, что ли, достаточно корректным, но при этом вы точно попадаете в управление, где рассеянные системы, они уже не нужны, потому что на них нужно тратить анализ какой-то. Но при этом они присутствуют как, значит, в виде некой управляющей надстройки, они присутствуют. И вот когда вы, например, поставите такую задачу, что все явления мира, как оптически выявленные системы, значит, построены в приближении к вам, вот таким образом вы получаете свое собственное физическое тело. Вот это упражнение вам надо проработать самостоятельно. То есть принцип очень простой, что вы просто-навсего ставите задачу, значит, все известные информативные уровни, которые вообще восприятия существуют, да, которые вы видите там, физическим зрением, слухом, вообще в виде неких понятий, все эти элементы являются рассеянными свечениями, и вот вы строите над ними организующую область по тому же принципу, который сейчас я указал. То есть задаете интенсивность управляющего уровня и вводите сжатием двух элементов центральный управляющий элемент внутрь свечения. Таким образом вы засвечиваете пространство вокруг себя, сначала вокруг себя. И когда вы засвечиваете, вы имеете сначала информацию, которая вроде бы начинает больше, не вроде бы, она вообще визуально действительно начинает больше светиться, но понятие вроде бы относится к тому, что для логической фазы это звучит как вроде бы, что вы еще видите физическим зрением. Но если вы начнете работать интенсивно, физическим зрением тоже увидите свечение. Эти вот понятия, они сами собой возьмут и соединяются. Логическое и физическое, да, зрение. И тогда вы получите примерно тот же принцип, как вообще организовывать человек. А следовательно и вся реальность. То есть принцип, когда некоторые элементы происходят сами по себе. Вот в духовной основе этот принцип заложен. И когда вы начинаете расшифровывать этот принцип, понимать его механизм, то вот уже тогда вы исходите обратно от тела,
и движетесь в направлении каждой фазы логического свечения. То есть, следовательно, элемент восприятия, который означает логическую фазу, вот в этой технологии, с точки зрения духовной организации управления, он становится очень понятным. То есть логическая фаза в данном случае это стремящаяся к нулю фаза логического свечения, если мы имеем, например, технологию всеобщего доступа. То есть вот мы можем сказать, что если мы имеем все явления мира, то логическая фаза может охватить только аксиоматично сказать, что, например, вот как я сказал, в листке бумаги все явления мира, то есть назначение происходит. А почему стремиться к нулю? Потому что назначение – это элемент действия души. То есть вы захотели, вы назначили, например, да, и логическая фаза проявилась вот именно в этом. Но если, например, она не проявлена, то вы получаете и то состояние, что свечение может быть и не выявлено. Следовательно, минимизация свечения вот на уровне восприятия, да, в логической фазе, это и есть уровень действия души, потенциального действия души по отношению к следующему уровню развития. При прослушивании этой лекции будьте здесь повнимательны, то есть стремление к нулю – это положительная характеристика. И она как раз таки характеристика, которая говорит о том, что в одном элементе пространства может быть много людей. Вот если задаться вопросом, почему люди разные и их много, вот такой необычный вопрос достаточно. То тогда здесь, если мы, например, исследуем вообще законы развития пространства, то вот оптическое преломление следующего уровня говорит о том, что чем больше людей, вообще чем больше элементов реальности, тем устойчивее реальность. И я взял просто из большего, да, уровня развития. Но если мы берем, что каждый следующий элемент строится из двух соседних элементов. Предположим, есть два оптических уровня, да, мы выявили два оптических уровня, соединили их, например, лучами. Их даже, кстати, очень просто соединять, они сами соединяются, любые два уровня. Дальше эти два уровня обязательно начинают искривлять пространство и рождать где-то третий, не обязательно здесь, а в любом другом месте. Следовательно, количество следующих рождений элементов оптического свечения – это тот закон, который и приводит к тому, что много людей, которые могут это делать. И их количество увеличивается в тот момент, как, например, предположим, если взять среду обитания менее активных систем, предположим, деревья, то их может становиться меньше, да? В связи с тем, что понятно, что люди их вырубают, например, чему надо, кстати, препятствовать и все-таки создавать ореол обитания всех систем максимально развитыми. Это специальная технология организации пространственных систем в зависимости от цели коллективного сознания. И чем больше мы организовываем эту среду, то есть такое понятие, как развитие жизни, тем больше мы получаем жизни внутри любой системы. И количество функционально определенной, жизни, функционально выявленные, это есть то, как раз знание, та область, выявленная, скажем, в виде субстрата жизни, субстрата развития, область, где понятие жизни конкретно видно в виде информативного понятия. И как только вы видите это понятие, вы очень просто можете его, во-первых, вводить в тело человека, если это тело, например, нуждается в восстановлении, да, в добавлении жизненного развития, или же создавать новые жизни. То есть в качестве самостоятельной сейчас практики, исходя из того, к чему сейчас я вас подвел, сделайте такое упражнение. То есть понятие жизни, которое сейчас я показал в оптике, соберите в максимальном количестве здесь передо мной просто, из уровня своей логики и духовных уровней, и направьте на спасение всех. То есть проделайте это прямо здесь. То есть сначала сюда, потом на всех. И вы должны увидеть, что количество жизней при этом увеличивается передо мной. Конкретно в этом зале их будет становиться все больше и больше этой информации. Каждое следующее спасение вызывает все больше этой информации. То есть поработайте, я понаблюдаю.
В данном случае, когда я показывал технологию организации человека от, например, разных оптических уровней, то есть от разных систем реальности, то на определенном уровне от человека информация человека еще не проявлена в виде, например, ну, как бы существа, да, вот именно что вы видите на уровне физического восприятия, предположим, в виде четкой формы, но при этом форма человека содержится в каждой итерации внешнего уровня. Так вот здесь вам нужно получить сейчас в дальнейшем в качестве самостоятельной работы от информации жизни, вот просто информация жизни. То есть в данном случае мы выявили информацию жизни в виде, ну, как бы сверкающих оптических сфер, которые имеют бесконечное внутри содержание, кстати, вот если войти внутрь этой сферы. И в качестве, например, домашней работы сделайте такое действие. Из информации жизни, которая выявлена в течение вот этой лекции, и является, ну, определенной, что ли, сущностью данной лекции, в технологической сущности, значит, вы постарайтесь построить уже все остальное. То есть вот есть информация жизни, постройте тело человека, постройте систему социального распределения, взаимосвязи, реагентность на время, почему человек так реагирует на время, например. Почему от этой информации, значит, ну, там, растительные массивы распределены именно таким образом, а камни, предположим, таким, да, почва так располагается, а жидкость, вода, например, другим образом. То есть, предположим, есть материки, то есть вообще постройте из этой информации, проследите логические связи и духовные всей реальности от информации жизни. И когда вы будете строить, вы обратите внимание, что если вы строите очень быстро и, например, ну, там, совершенствуясь от раза к разу, то понятие деструкции некой, да, понятие некого уничтожения или отсутствия жизни все больше будет исчезать. На каком-то уровне, кстати, эту технологию можно эффективно использовать для восстановления, для лечения, как бы строя от информации уже реальности, например, в том числе тела человека и здоровья. Вы увидите, что вопрос существования деструкции некой, да, это только лишь вопрос понимания и, в общем-то, и скорости построения, заложенные в фазе логического мышления, духовного уровня реализации или управления от души. То есть система деструкции в данном случае воспринимается как отсутствие технологий, отсутствие знаний по, как бы, именно полной реализации информации жизни везде. И вследствие этого это вот такой достаточно прямой путь, где можно показать, что чем больше знаний по действию такому, как делает Создатель, чем больше вы делаете управление на уровне, например, макродоступа по распределению и распространению жизни, тем больше вы можете иметь, вообще говоря, тогда совершенно конкретных доказательств, что знание это есть определение бесконечного развития. Вот есть истинные знания, где есть знание о бесконечном развитии. То есть получается, за существо задачи достаточно простой, надо просто иметь знания, тогда развитие будет бесконечным. Это вот в данном случае можно просто доказать технологически на уровне постоянного управления и тренинга, о котором я сейчас сказал. В данном случае тренинг, он практически каждое действие должно приводить к реальным результатам. То есть не действие в виде некого, ну, там, постановочного, формального тренинга, что в принципе тоже хорошо, но это не будет истинной целью управления, а вот действие надо делать постоянно, конкретно по отношению к реальности, которая управляется и управляема, то есть к той реальности, которая воспроизводит всю реальность, будем так говорить. То есть в корне надо работать всегда по существу в этом тренинге. Если в других допустимы, например, логические отступления или там формализованные итерации, в данном случае надо всегда работать по существу. Вот здесь будьте повнимательны. И на этом я лекцию заканчиваю, именно в этой части, но сейчас я расскажу о части своего учения, о разделе, который относится к разделу здравоохранения. Значит, в разделе здравоохранения принципами моего учения являются принципы организации, самоорганизации человека, вообще говоря, любой реальности на основе, если для человека это сознание, то для других элементов реальности это в данном случае будет либо способ реакции, либо это структура внутри сознания человека.
То есть здесь будьте повнимательнее, потому что этот переход говорит о том, что из сознания человека мы можем построить любую реальность тогда. Значит, и вот когда я, например, говорю о здравоохранении, которое, значит, построено на таком принципе, то первой аксиомой является именно в целевом действии, что человек должен быть построен с точным знанием технологии построения самого себя и всей реальности. И уметь восстанавливаться максимально по возможности за счет только структуры своего сознания. И также восстанавливать всех тоже за счет структуры своего сознания или повышения уровня коллективного сознания в направлении, например, вечного развития. А направление, я назвал, например, вечного развития заключается в том, что даже в частном развитии надо элемент вечности держать как идеологическую основу. И при этом не обязательно формулировать так цель, достаточно ставить цель какого-то управления локального, например, излечения, но при этом вечное развитие подразумевается в действии. Вот каждое действие с точки зрения здравоохранения в моем учении заключает именно действие целевое в вечное развитие. При этом не всегда это, например, произносится словами или как-то описывается. Но сущность информативная, например, оптическая, сущность действия, так же, как делает Создатель, сосредоточена именно в этом. Если рассмотреть определенные, скажем, факты из известных, например, по лечению, то обратите внимание, там, где идет построение тела, вот просто по результатам, которые определенные опубликованы у меня или есть у учеников, посмотрите внимательно эту информацию, что построение тела, построение, например, клеточного уровня даже, происходит на тех же принципах, как это делает Создатель. Во-первых, потому что так ставится вопрос, во-вторых, потому что реальная скорость развития, то есть реальная скорость восстановительного цикла, она реализуется, когда выдерживаются принципы делать так, как делает Создатель. И при этом задача, значит, делать как Создатель, она заключена еще в том, что, значит, действие и делать как Создатель, это есть, во-первых, технология, во-вторых, является аксиоматичным во многом уровень, что Создатель всех направил на вечное развитие, на вечную жизнь. Хотя он является и доказательным по множеству факторов. И существует очень простой уровень логической фазы, что ли, в понимании технологии моего учения по разделу здравоохранения. Эти фазы заключаются в том, что достаточно понятно, достаточно простая истина, если так вот мы подойдем к этому вопросу, что если за счет сознания можно восстановить, например, даже одну клетку или там минимальную какую-то болезнь излечить, то, естественно, достаточно просто логически экстраполировать, значит, данную, что ли, ситуацию на то, что можно восстановить тогда все. По крайней мере, в организме это точно, но так как принцип универсальный, значит и всю внешнюю реальность. То есть вот принцип самовосстановления, то есть принцип, изложенный в здравоохранении, в разделе моего учения здравоохранения, он как раз таки и отражает уровень тот, что как только вы делаете, например, по отношению к физическому телу человека, вы постигаете все законы реальности, которые вокруг вас, и здравоохранение, в моем понимании, оно состоит в том, чтобы были обязательно точно учтены все событийные конструкции, которые соотносятся с телом человека и находятся на информативном, например, уровне. То есть реальное здравоохранение, это значит, как минимум, значит, естественно, это не существует в данном случае глобально возможных катастроф, во-вторых, не существует локальных проблем, которые могут привести, например, к каким-то травматическим, предположим, событиям, то есть событийные конструкции. И в-третьих, это, собственно говоря, органические взаимодействия с двумя первыми уровнями, это здоровое состояние тела. То есть понятие здорового состояния тела, в моем понимании, в моем разделе здравоохранения, по моему учению, это значит и норма событий. В соответствии с этим управление там строится всегда как управление, связанное с событийной конструкцией, что есть обязательная в большей части, значит, работа с точки зрения прогнозной ситуации. И, например, развитие здоровья в сторону восстановления происходит во многом, значит, исходя из будущего в текущее время. То есть норма будущего, она откручивается, наоборот, и по этой линии строится каждая итерация следующего хода. Тогда достаточно простые и понятные принципы каждого следующего действия.
То есть построенная информативная норма, она просто-навсего реализует за счет управляющих систем. И когда происходит данное управление, одним из важных признаков данного раздела является обязательная передача, по возможности максимальная передача информации по технологиям построения и по, значит, системам, значит, того плана, который приводит как к самому результату, так и к обучающему результату. То есть вот в здравоохранении понятие обучающего результата — это всегда в большей степени конкретная практическая работа, которая передается либо явно, то есть словами, либо это за счет результатов, которые как факты несут в себе импульс распространения. И по возможности, работая в восстановительных, что ли, системах восстановления, закладываете передачу информации от одного результата к другому, по возможности таким образом, чтобы передача была обусловлена самим фактом. Или, если нужно, так структурируйте факт, который вы имеете, да? Но целевую управляющую систему надо закладывать сразу, что каждый факт, значит, восстановления, он должен давать знания как по восстановлению текущего заболевания, так и по технологии восстановления, вообще говоря, любых заболеваний. То есть вот принцип универсальности, он строится часто достаточно просто и является вот в двуимпульсной системе, о которой сейчас я сказал, достаточно простым. Первый импульс, например, факт, выявленный как наибольшая оптическая реакция, реальность, а следующий факт, даже если другое заболевание, через систему переходных рассеянных областей структурируется во многозвеневой структуре, и вы можете всегда получить лечение другого заболевания, даже, казалось бы, от единичного успешного варианта излечения или регулирования нормы событий. То есть, если посмотреть, например, цифровую систему, вот, предположим, восстановление по цифрам, то можно выявить уровни перехода от одной цифровой системы к другой и, в принципе, таким образом построить, в общем-то, собственную цифровую систему, которая позволяет, вообще говоря, и вообще уже сосредотачиваясь на, в общем-то, собственных числовых рядах, получать текущее управление не только заболеваниями, то есть с точки зрения их излечения, но и текущее управление любой ситуацией, исходя из нормы просто здоровья. И в определенной ситуации вы можете пересмотреть, например, ситуации, связанные с достижением уровня излечения по моим технологиям, с точки зрения того, что если вы использовали цифровую конструкцию, то каким образом, например, эту же цифровую конструкцию использовать для излечения, например, вообще говоря, другого совершенно заболевания. То есть вот если поставить вопрос так, то вы посмотрите, что реализация цифровой конструкции, она такова, что если вы начнете использовать ее, например, для излечения другого заболевания, то если смотреть, например, в виде сферического уровня реакции в вашем сознании, то есть соответствие сфер разного размера каждому числу. Предположим, 1 это 1 мм, 2 мм и так далее. Да? Значит, 9 это 9 мм, а 0 это пространство, которое содержит все сферы. И распределив соответствующим образом эти сферы в этом пространстве, чтобы излечить другое заболевание, вы можете наложить эту 0 сферу, да, на другое заболевание, и распределение чисел тогда по отношению к другим заболеваниям будет таким, которое указано, например, к этому заболеванию. Всего лишь навсего распределение цифр. Мы же имеем дело всего с 9 цифрами и нулем, да, которые представлены в виде числа тоже. И поэтому получается, что в данном случае мы максимальную систему управления всего лишь навсего выводим, делаем ее максимально, потому что варьируем пространственное распределение внутри несущей управляющей сферы. И в связи с этим, получается, что вот управление, например, через числа, оно может быть очень эффективным как управление прямого, то есть экстренного действия, где на любую ситуацию вы просто налагаете в любом порядке разбросанные цифры, именно такую сложную текущую ситуацию получаете, иногда двузначные, иногда многозначные системы, которые являются стабилизирующими или восстанавливающими системами. Фактор стабилизации — это, как правило, иногда сверхбыстрое восстановление. Рассматривается как стабилизация, например. Если рассмотреть не цифровую систему, а систему, например, работы через сознание с использованием активных
веществ, предположим, там траволечение, препаратные системы, существующие или будущие системы, которые могут быть реализованы, например, ну, техногенным, так скажем, путем или путем использования существующих элементов реальности, то с точки зрения коллективного сознания в данном случае речь идет только об определенных уровнях, если на оптике это оптического свечения, расставлено в той или иной, да, точке пространства, либо мышления, либо физического пространства. Или же, значит, если идти, например, дальше по существу, то значит, задачи создателя по отношению к развитию общества в целом, вообще мира в целом в данной конкретной ситуации. Если рассмотреть, предположим, древнекитайскую медицину, где каждый элемент соответствовал сущности, ну, некой духовной структуры, то там этот принцип в определенной степени был рассмотрен, что назначаемый материал от какого-то, значит, ну, там, например, животного или от какого-то минерала, он соответствовал и выбирался именно по принципу, значит, того, что вот в системе связи человек-реальность нужно добавить, чтобы сгармонизировать реальность. Когда вы работаете через технологию своего собственного сознания, вы можете это просто делать, вообще говоря, всего лишь навсего за счет структуризации сознания. И в моем, например, личном опыте я в свое время, значит, ну, делал комбинации определенных трав достаточно давно. Это, например, еще брать, предложим, 91 год, то есть это практически уже, если брать 10 лет назад, да, период. Вот посмотрите вот эту информацию 10 лет назад. В принципе, на основе комбинации трав я добивался восстановления, например, от там, злокачественных новообразований, но, в общем-то, во-первых, я добавлял структуру сознания, чтобы определить их количество, и они действовали как системы дополнительного, что ли, ускорения. И, во-вторых, вот системы статичного плана, они все равно имеют меньшую, часто существенную скорость, нежели скорость, например, развития неких патологических процессов внутри локальной системы. Если рассмотреть человека как локальную систему, то при таком количестве внешних связей, значит, трава должна обладать соответствующей реагентностью на все связи, чтобы, например, скомпенсировать патологию внутри. В принципе, если правильно подобрать траву, она в какой-то степени это может сделать, но по существу, в общем-то, в идеальной, так скажем, конфигурации, вообще на практике, это удается делать только за счет сознания. Вот просто по тому опыту, который за истекшие 10 лет, например, я имею. И поэтому, вообще говоря, я со временем все-таки уже стал, ну, стараться не реализовывать, например, фитосистемы, хотя я считаю, они очень, ну, хороши для тех систем, когда, например, еще не освоены те структуры сознания, которые, например, дают там восстановительную, одновременно обучающую систему. И, в принципе, препаратные системы, конечно, они там могут быть эффективными, но я всегда советую, значит, во-первых, так как препаратная система реализует часть логической фазы развития и духовной таким образом, что управление берется на химические компоненты, я советую всегда, например, если используется препаратный тип, все-таки просмотреть, что в этом случае сознание должно понимать. То есть вот как, предположим, там таблетка анальгина, например, ну, достигает эффекта с точки зрения всей информации, по возможности, во-первых, всегда делать самостоятельно, но как бы вот я, например, считаю, что препаратные системы надо всегда лучше всего контролировать в пределах, например, следующего развития, потому что любые внешние элементы, это элемент с точки зрения вот глобальной системы, что ли, от создателя каждый объект он независим. Если употребляется какой-то элемент внешний, то он же с этого места каким-то образом снимается, да, и куда-то перемещается. То есть вот как бы вхождение любого элемента внутрь локальной системы это всегда специальный вопрос. И поэтому любое употребление, например, я считаю, требует обязательного сопровождения на уровне сознания до, значит, той фазы, где вы сгармонизируете перемещение как бы внешнего вещества. Значит, и более того, когда вы, например, делаете, ну, управление за счет сознания и в событийной конструкции, например, делаете реализацию через
внешние системы, предположим, это питание, там, не только речь идет о лечении, то сопровождение элементов, связанных с внешним входом, значит, в как бы локальную во многом структуру, которая определена, например, физическим телом человека, это сопровождение я считаю вот обязательным, и часто оно дано в виде неких гармоник или неких гармонизаций, которые, значит, ну, в моей системе, которые как раз-таки и действуют так, чтобы гармонизация была обоюдная и в том числе учитывала возможное взаимодействие, например, с внешней средой. То есть какое используется питание и каким образом происходит дальнейшее развитие. В связи с этим я считаю, что вот если рассматривать медицину по существу как медицину, построенную на элементах коллективного сознания, то каждый элемент можно выявить в собственном сознании и уметь реализовать внутри собственной конструкции. И тогда принцип, когда каждый может восстановиться, восстановить любого другого и вообще спастись, будет реализован полностью, этот принцип создаст реальную, я считаю, вот медицину, которая сможет, вообще говоря, решать любые ситуации, связанные с построением физического тела на основе просто сознания человека. И плюс возвращение, если человек ушел, то в любом случае возвращение человека, например, в том же, ну, просто того же человека, где душа строит его собственное тело. Вот идеологическая концепция моей системы здравоохранения такова, что должны быть в перспективе реализованы все технологии полного восстановления физической материи, причем ну, не только человека, а вообще всей физической материи. В этом случае вечное развитие – это есть развитие уже устойчивое и обусловленное как бы каждым предшествующим и будущим процессом. При этом, значит, с точки зрения элементов будущего развития необходимо управление будущими процессами, то есть элементы доступа в систему будущего и элементы управления будущими системами. Ну, так скажем, в целом характеристика этого раздела она такая, хотя существуют еще ну, дополнительные, что ли, пояснения, и они будут в дальнейшем увеличиваться по существу вот этого раздела, такого как здравоохранение. На этом я сегодняшнюю лекцию заканчиваю. Сейчас будет 15 минут перерыв, потом ответы на вопросы. Я начинаю ответы на вопросы. И один из вопросов, который сейчас я буду как бы формулировать, он относится к сегодняшней лекции. Вот именно первый вопрос это будет таким образом, что по возможности, когда я буду на него отвечать, вы проводите одновременно со мной своеобразный тренинг, то есть делаете так, чтобы была одновременная практика по реализации ну, технологий по отношению к данному вопросу. Потому что здесь важно отработать в момент сегодняшнего что ли, уровня ответа на вопросы одновременно с действием по отношению к логике, например, к словесной части управления. Так вот вопрос такой: как ввести физическое тело, организм человека, микроэлементы, витамины и вообще любое вещество, необходимое для нормального функционирования физического тела. Например, магний, калий и так далее. Значит, дело в том, что по технологии сегодняшней лекции ввести в физическое тело какой-то элемент, который вы рассмотрели, нужен для, значит, здоровья тела, можно следующим образом, то есть взять, так же как по первичному импульсу доступа, значит, выявить физическое тело в виде светящегося тела. Вот что здесь характерно, когда вы работаете с физическим телом, оптическое свечение, оно
не просто, может быть, и лучше, чтобы оно было не в виде как бы светящейся просто сферы, а обязательно, чтобы где-то внутри этой сферы, или вообще говоря, просто светилось тело, на которое вы смотрите. То есть имелось в виду, что человека лучше воспринимать комплексно. Есть такой аксиоматический уровень, на определенном уровне, особенно на сверхскоростных потоках, всегда нужно человека воспринимать в комплексе. И даже правильное восприятие элементы лучше рассматривать как элементы, сопоставимые с тем, что вы, наблюдаете физическими глазами. Поэтому вы выявляете свечение этого человека, и затем на втором уровне, второй фазе, из бесконечного количества элементов, которые создаются в удаленном времени, или, например, в идеале в бесконечном времени, вы проявляете те, которые вам нужны. И ввод элементов тела осуществляется просто-навсего по принципу обратному, то есть свечение, идущее человека в сторону этого элемента, оно вами активируется за счет волевых усилий духовных или логических, таким образом, чтобы был обратный противоток в сторону того места, куда нужно ввести элемент, и элемент туда вводится. Дело в том, что по моей практике, например, в том числе, лечение от 4 стадии рака возможно путем увеличения микроэлементов, предположим, того же магния в районе гипофиза головного мозга. И этот принцип, он достаточно может быть эффективен, если вы эти микроэлементы завязываете со спектром будущих именно событий. Спектр я подразумеваю, что лучше видеть события конкретно, то есть как человек восстанавливается, а не только в обобщенной, например, световой спектральной области. Хотя такое возможно для сверхбыстрого анализа, но по возможности лучше смотреть на конечные события, которые являются каноническим или тем оптическим свечением, которое нужно для данного человека. И тогда ввод элементов осуществляется по такому же принципу, о котором я сейчас сказал, просто принцип первичного уровня, он находится в удалении в будущем, и сфера здорового человека светится в пространстве будущего именно. В мышлении существует очень простое и отработанное пространство будущего. Когда вы воспринимаете, то пространство будущего – это достаточно знакомое пространство в идеологии мышления, потому что, делая каждое следующее движение, человек постоянно пользуется этим уровнем управления. И когда вы смотрите на именно это пространство будущего, то высвечивание этой области, вторая сфера, которая светит еще на сферу, опять же, рассеянную по микроэлементам, вы получаете ввод элементов в тех количествах, которые нужны в данном волевом импульсе, так скажем. Ваш импульс, который вы используете для подбора элементов, он, во-первых, как я сказал, делает рассеянную систему такой, чтобы было бесконечное количество преобразований по созданию элемента. То есть вы должны элемент создать вне физического тела по возможности именно в этой двуимпульсной итерации. Потому что создание внутри тела подразумевает другой принцип, статический, мгновенный принцип распространения связи внутри тела. В данном случае принцип ввода подразумевает преодоление своеобразного уровня безопасности, который существует вне физического тела. Своеобразный полис безопасности. Поэтому, когда вы создаете элемент и подводите его к телу, тело еще, реагирует таким образом, что своеобразный фильтр создается, что то, что телу полезно, то проходит. Если это не полезно с точки зрения этого времени, то этот наиболее такой, щадящий метод в плане самоконтроля, что неполезная система, которая с точки зрения развития создателя в направлении вечной жизни не нужна, она, чтобы прошла, должна быть вами еще раз доактивирована по целевым задачам вечного развития данного человека. И поэтому вы можете раз, может быть, два еще дублировать активацию. Хотя лучше не дублировать, а смотреть настолько точно, чтобы сразу ввести нужный элемент в нужное место. Существует еще второй уровень, когда можно ввести сразу в физическое тело и создать внутри тела, а для этого тогда вы должны так структурировать свое сознание, чтобы весь структурно-каркасный, так скажем, комплекс, на котором базируется
построение этого элемента в теле было бы таким, что ваше сознание по аппроксимации, по точности понимания процессов было точно таким, как информация, несущая информация этого процесса. Тогда всего лишь навсего, создавая в сознании этот элемент, вы сразу вводите, структурно сажаете всю конструкцию на этот цветовой элемент, и вы получаете сразу внутри. Но эта конструкция, она такова, чтобы пройти вот этот опять полис независимости внутрь с точки зрения именно бесконечного развития, вам надо так структурировать сознание, чтобы доступ был отвечающий целям данного человека. Вот почему событийная линия лечения всегда поддерживает полную независимость человека и исследование его, истинным, импульсом и регулирование событий. Вот одна из форм доступа – это содействовать событиям человека, и тогда у вас открывается доступ в эту корневую систему. Значит, и так далее. Главное, основной принцип – это независимость, свобода воли человека в плане его созидательного развития и вечного развития в том числе. Тогда вы увидите много систем доступа, потому что при таких посылочных уровнях вы имеете, в принципе, бесконечное количество систем доступа к конкретному человеку. Главное, чтобы ваши принципы были реально выявлены с точки зрения другого человека. Тогда вы можете и сверхбыстро излечивать, и при этом передавать знания. Значит, следующий вопрос, он также достаточно интересный с этой позиции, именно элементного уровня, как из отдельных элементов реальности собрать единое целое, которое представляет норму. Например, в первозданном виде, предположим, даже, может быть, это орган, но я думаю, что здесь можно говорить и о событийных конструкциях. И я объясню, как вообще использовать материальные системы для конструирования событийных конструкций. Если говорить о физическом теле, то понятие отдельных элементов, они могут существовать следующим образом, вот в духе сегодняшней лекции и по технологии этой лекции, что отдельные элементы можно рассматривать как системы активного свечения, которые проявлены как системы именно максимально выявленные и обозначены именно как отдельный элемент. То есть каждый отдельный элемент – это система, состоящая из активного центра и плюс рассеянной системы, так скажем, где рассеянная система, в том числе система всех взаимосвязей. Поэтому вот понятие отдельного элемента, вот именно отдельных элементов, это понятие, как я объяснял, должно быть в данном подходе как понятие управляющих элементов. И управляющие элементы лучше брать из нормы, будущего, то есть всегда коррелировать действия с точки зрения нормы будущего для данного конкретного человека. Хотя есть такой принцип, когда вы аппроксимируете структуру сознания такой же, как делает создатель, то есть действие сознания такое же, как делает создатель, то вы можете сразу знать, что делать. Вот такой элемент здесь вот тоже реализован, но технология сохраняется той же. Вы знаете, какой элемент высвечивающийся сразу взять и какой с каким соединить. Это вот мгновенное действие, которое наступает, когда вы структуру сознания точно в цели данного человека реализовываете. И вот проделайте такое действие вот прямо сейчас. Тренинг такой, что перед человеком, возле физического тела человека, существуют его цели, и они оптически высвечиваются. Еще раз вот скоррелировали этот тренинг, и затем старайтесь из целей данного человека, что соответствует его реализации, причем на любом уровне, не только на физическом, на духовном, в плане стратегических целей, то, что человек может еще не рассматривать, предположим, в текущем времени, лично, да, так скажем, со стороны бывает виднее, вот такой есть принцип, но в данном случае со стороны имеется в виду, что вы принципы его естественного развития не коррелируете. То есть то, что исходит от Создателя, это есть та истина, которая просто-навсего вызывает материал для построения. То есть несущей платформой вот именно в оптическом диапазоне является свобода действий человека. Тогда вы из этих элементов воспроизводите уже элементы
который представляет норму, либо это элемент будущего, являющий нормой. Сообразная сфера, технологически это выглядит так, что сфера при движении в настоящее распаковывается и оставляет оптический след. При этом след, он сначала идет как траектория, ну, идущая к телу, к физическому, причем телу, в виде, ну, своеобразной там трассы оптической, потом эта трасса рассеивается вдоль полюса, значит, ну, скажем так, полюс неприкосновенности и значит, имеет вид отдельных таких элементов. То есть мы получаем отдельные элементы не потому, что мы их как бы откуда угодно получаем, что ли, из существующих оптических элементов, а мы вообще работаем в пространстве, которое изначально оптически никак не проявлено. Вот в этом есть большое преимущество, что вы не пользуетесь внешней системой, а берете только то, что нужно этому человеку в текущее время из будущего элемента. И каждая следующая итерация, она имеет соответствующие оптические системы. И вот как бы соединить эти системы в норму, в данном случае процесс будет очень просто выражаться. Вы просто активируете, задаете нужную интенсивность свечения в каждой оптической фазе, и все. То есть проходит какое-то время, вы высвечиваете то, что с вашей точки зрения засвечено не очень сильно, может быть, это может быть на неделю, или там, на месяц, или на секунду. Затем проходит это время, вы еще раз засвечиваете следующую уже итерацию, или ту же самую, плюс следующую, и так далее. И таким образом вы, во-первых, контролируете процесс, что вы сделали ранее. Следующий уровень, он добавляет, значит, уже ваше сознание, которое соразвило в соответствии со всей реальностью. Вот в чем преимущество работы через сознание. Что сознание человека, как наиболее интенсивная система обмена, что ли, информации, содержит максимальное уровень обобщенных связей, максимальное количество уровней обобщенных связей. В отличие, например, от структуры ну, травы, которая там не участвует, предположим, в социальной жизни человека в виде ну, активном, так скажем, да, в виде управляющем, если речь идет, предположим, о машине. То есть как вот определить статус вообще активности связи? Вот, предположим, машина, там может ездить водитель, а трава, она не может ну, никак содействовать, вообще говоря, движению машины, может только препятствовать, да, если очень много травы. Но даже уровень препятствий все равно говорит о том, что она может, да, быть соотносима с таким понятием, как машина. Но если мы говорим о космическом уровне, то есть некий космический аппарат, воспроизведенный интеллектуальной фазой человека, то трава там уже никак не структурирована в физическом контакте, если ее нет внутри этого космического корабля. Да? Тогда получается, что вот уровень обмена информацией – это уровень, вообще говоря, доступа с точки зрения даже локальных систем. И когда у человека много таких систем, он больше связан, поэтому вот я тогда сказал, что доступ через сознание, в отличие от, например, там, траволечения, это максимально эффективно уже потому, что он синхронно изменяется в зависимости от разрастающейся связи ну, через каждую итерацию времени. И как только вы рассмотрите время именно изменения сознания, личного сознания, вообще сознания каждого, предположим, человека, то увидите, что вот эта вот как бы информация времени, как пространство первично необъявленное, может создавать канонические оптические фазы свечения, где вот изложена как бы некая структурная каноническая область. И любое отклонение, ну, любая, например, деструкция, разрушение, очень четко и сразу видно по отношению именно к этому понятию. Если брать социальное время, которое выражено именно, не проявлено в оптическом уровне фазе, что ли, то есть как пространство, которое нужно иметь, чтобы в нем работать, но вначале оно не высвечено. То есть это пространство не имеет системных связей. Как только вы начинаете в нем работать, оно начинает высвечиваться, следовательно, оно находится всегда на уровне, значит, ну, скажем так, опережающем, на уровне первичном по созидательному развитию. И как только вы построили, это пространство начинает работать как управляющее, потому что предшествующих связей у него еще не было. А любая следующая фаза по созидательному уровню всегда максимально управляющая, с точки зрения управляющей функции сознания на всю реальность. Следовательно, если вы строите на факторе невыявленного процесса времени, вы строите максимально быстро. Но здесь вы как раз можете строить не обязательно, значит, с точки зрения элементов только будущего, а вот, как я сказал, там структуризация сознания
по максимальной аппроксимации, как это делает создатель, к структуре другого. Это вот одна из итераций, где вы можете работать по структуре времени, в которой вот в этом уровне с точки зрения создателя изложены, ну, как бы канонические системы. И тогда вам надо единственное, что только приводить к каноническим системам в этом пространстве. И тогда вы получаете управление, что норма отдельных элементов реализуется в виде, например, ну, предложим, там вырастает орган или восстанавливается ткань, даже пораженная метастазы, или вообще норма событий реализуется. При этом, кстати говоря, регулирование нормы событий может быть очень, с этой позиции, элементарное. Существует норма роста, ну, растения, норма, вообще говоря, целевого развития, предположим, растения. Вот есть лист некого растения, в районе которого, а район может быть, вообще говоря, бесконечный, предположим, вся Земля. То есть для этого можно использовать, предположим, только лист, да, один. Значит, для вообще управления любым уровнем событий. И в эту норму входит создательный принцип следующего развития. То есть нет деструкции как бы вообще никогда и нигде. Эта норма внутри листа, она существует. И если вы имеете доступ к этой норме, то вы можете просто-навсего подрегулировать. То есть, например, вертикальную составляющую вниз оптического свечения взять, как я говорил про ту каплю, взять, поднять каплю наверх оптического свечения. И чтобы она висела на листе и не отрывалась. Тогда вы можете управлять событием через один лист, например. Особенно эффективно, если вы работаете с событийным уровнем локальным, то есть, ну, какие-то планы на будущее. То есть работать можно там через траву, через лист и так далее. И тогда вы получаете, что коллективное сознание имеет узловые структурные точки. Узловые структурные точки, то есть максимальная управляемость, где можно управлять, исходя из канонического уровня существующего объекта. То есть вот лист, который нельзя сорвать, он находится высоко, он является тем эталоном, что управляющая система не уничтожима. И тогда вы можете, значит, ну, например, вплоть до того, что сместить, возможно, там, катастрофическое событие через систему, которая как бы находится далеко и нет до нее доступа. Но как бы логически, если мы имеем речь о глобальной катастрофе возможной, то нет доступа в той фракции, вообще говоря, где вы как своим собственным сознанием строите этот же самый лист в будущем, сами его защищаете и сами не допускаете катастроф. Получается, что для глобальных катастроф, предположим, возможных, единственным реальным уровнем управления является только ваше личное сознание. Вот исходя из простого как бы логического примера. И в соответствии с этим мы получаем, что если мы говорим о том, где существует эта норма как раз в том, что нет, во-первых, обычных логических норм, там нет глобального уничтожения, нет частных по возможности катастроф и так далее, и мы приходим к самому субстрату, то есть как строится внутри, например, информация листа, это норма. Когда вы видите, как она строится, вы можете ее, значит, в принципе, реализовать в большей степени управления и, соответственно, видеть вообще, как происходит управление изначально, как вообще организовывается материя в мире. Значит, следующий вопрос такой. По возможности опять вот работайте вот с этим вопросом одновременно со мной. То есть смотрите, как я использую материал лекции. Почему вообще я его так использую? В ответе на этот вопрос. А когда осуществляется воскрешение, нужно выбрать один из методов наиболее подходящий для конкретного случая или использовать все методы поочередно. Дело в том, что методология, вообще говоря, в воскрешении, когда вы имеете много методов, она такова, что часто методы по оптическому принципу создают управляющую конструкцию, которая является следствием, например, многих методов. То есть для воскрешения возможно, что нужно какой-то конкретный момент иметь один метод, но так же, как вот я объяснял про цифровые концентрации и про системы переходов, что несколько или там множество методов создают больше систем для первичного импульса, вот как по сегодняшней лекции, и поэтому лучше использовать все-таки как бы
те методы, которые в духовном уровне дают больше идентификации, что именно этот метод или эти методы создают максимальную выявленную конструкцию по реализации. И причем реализация воскрешения в плане именно уже встречи, она такова, что вот то коллективное сознание, которое, ну, например, в текущем времени, сейчас, например, 2001 год, и не все подряд занимаются воскрешением, возникает фаза разреженного коллективного сознания. С точки зрения именно технологии воскрешения разреженного, эта фаза, она характерна тем, что затрагивает интерес свободы воли конкретного человека. И вот поэтому, если делается воскрешение с этой позиции вот в текущем времени, когда фаза еще может быть рассеяна, когда вот, например, рядом, где вы находитесь, есть люди, которые, ну, например, не активно занимаются или там не занимаются воскрешением, тогда зоны разрежения, они таковы, что их смещение это тоже специальная технология, потому что надо уметь организовать встречу при условии, что получается свобода проявления, свобода воли тех, кто не занимается, она имеет равнозначную конструкцию с точки зрения создателя. Создатель создал всех равными. И в соответствии с этим, с точки зрения создателя, ваша задача либо и убедить, да, дать образование, и человек понимает истинный статус развития именно так, и занимается воскрешением, тогда у вас возникает плотная оптическая среда, и вы встречаетесь, ну, как бы быстрее с воскресшим. А если существует, ну, например, такая ситуация, что занимается много учеников, они создают специальную, может быть, не обязательно вместе, они находятся в одном помещении, создают плотную область, где реализуется это коллективное сознание, значит, тоже это быстрее происходит, именно встречи. То есть, как бы здесь еще имеет значение, кроме методов как таковых, понимать социальный статус этой технологии, что метод должен включать в себя именно социальный уровень, что ли, коллективного сознания в данном месте. Если в данном месте пространства или событийной части, да, пространства коллективного сознания позволяет быстро реализоваться встречи, то тогда может быть даже достаточно только настроя духовного, и методология реализуется именно как то, что известно духу после того, как вы многократно изучали метод. То, что я говорил, когда из логической фазы вырастает духовная надстройка управляющая. И в связи с этим достаточно часто просто увидеть форму надстройки. Если коллективное сознание в данном случае позволяет, то происходит встреча с воскрешенным. Дело в том, что такие встречи могут происходить как бы разово, пока в определенных местах разрежено коллективное сознание, потом из принципов свободы воли, почему еще Иисус говорил о именно необходимости всеобщего воскрешения, чтобы таких зон лучше всего не существовало, там, где как бы существует возможность как бы фатальной деструкции с точки зрения истории развития материи, например, там, что существует, например, физическая деструкция, и при этом нет возможности восстановить. То есть вот такая зона разрежения, если она хоть одна существует, то могут все люди, кроме одного, например, заниматься, причем эффективно, восстановлениями, встречаться с воскрешенными, но даже одна зона разрежения может замедлить процесс, в общем-то, даже у всех. Поэтому речь шла о всеобщем воскрешении. И когда мы говорим, например, о том, какая тогда должна быть методология, чтобы до каждого, даже до одного, дошла система познания. Во-первых, она должна быть аккумулятивной, то есть все знания, которые вы имеете, лучше всего, чтобы распространялись именно всем сразу. То есть методы должны работать социально. Поэтому многие, кто занимается воскрешением, даже при определенных встречах, встречаются с той ситуацией, что, значит, там получается так, что социальный принцип для них начинает быть превалирующим, как для тех, кто уже воскрешен, но им нужно встретиться, так для воскрешаемых и для тех, кто вообще занимается воскрешением, то есть не умиравших. И тогда получается, что здесь социальный принцип такой, что он больше несет нагрузки на передачу знаний или безусловно, например, напрямую, без слов, или условно, то есть словами, в каждому. Как только процесс передачи каждому до определенного уровня насыщается,
ну, могут быть опять происходить, предположим, встречи. Если концентрация настолько высока, что миссия конкретного человека выполнена по передаче знаний, тогда он просто воскресший уже остается с ним. То есть поэтому вопрос воскрешения часто вопрос именно такой в плане обучения всех других, потому что, вот как я объяснил, зоны возможного разряжения коллективного сознания с точки зрения этого вопроса не должны существовать в принципе при условии о том, что сверхбыстрое развитие, вот именно в чем преимущество именно такой конструкции, в том, что наступает настолько высокая интенсивность обменных, реакций с материей, что в принципе материя становится уже полностью управляемой, и тогда там совсем другие горизонты развития, они имеют другие задачи, нежели в условиях, когда существует возможность прекращения, например, жизнедеятельности, и задачи, в общем-то, совсем другие могут быть. Хотя они на определенном уровне пересекаются, но чтобы решать другой класс задач, нужно иметь везде уровень управляемости. Это значит, что полное восстановление любой деструкции. Теперь следующий вопрос. Так как я сказал, что полное восстановление от любой деструкции – это идеологическая во многом задача, чтобы обеспечить решение качественно других уровней, то по возможности посмотрите этот вопрос с точки зрения, следующий вопрос, именно принципиальной идеологии. Например, я могу отвечать, чтобы было технологически понятно и по возможности более адаптированнее, именно словесная часть, а могу, например, просто-навсего находиться на уровне существа передачи информации. При этом как первая, так и вторая часть создают одинаковый уровень познания, то есть уровень набора информации, уровень развития, все равно я выдерживаю один и тот же, Но для меня иногда, например, принципиально, чтобы шло управление с точки зрения передачи через словесную фазу, что работа идет именно на принципиальном уровне прямого доступа, а не только на уровне, например, большего познания за счет, например, тех слов, которые я говорю. Так вот, на этом вопросе, когда я буду сейчас его формулировать, по возможности сосредоточьтесь на уровне фундаментальной реальности, так я ее назову, эту реальность. И на этом уровне постарайтесь сделать одновременно. То есть я читаю вопрос, я же сразу делаю. А потом уже, когда я уже сделаю управление, потом уже говорю, например, вторая итерация. То есть первый уровень управления я делаю для макроспасения в первую очередь, потом, в принципе, я говорю, например, А вы, можно, в принципе, по структуре включить еще, например, восстановление в зале, решение вопросов людей в зале, вообще всех, кто слушает лекцию, вообще всех и так далее. То есть можно, кроме макроспасения, сделать ряд подитераций, вообще в реальном времени это решать. И, когда я зачитываю вопрос, я сначала решаю все, потом все, что остается, как некая волна второго уровня, я, например, отвечаю в виде слов на вопрос. То есть зачитывание вопроса – это есть и решение вопроса по существу. Поэтому, я сейчас читаю, вы одновременно решаете вопрос. Вопрос я сформулирую таким образом. При существовании управления через цифровые коды, лечение болезней и так далее, имеет ли каждый человек свой собственный код? В качестве некого направления приведен в скобках такой вариант, что есть число, месяц, год рождения. И на что это влияет? А также могут ли это быть, например, коды городов, улиц и так далее. Провели сразу управление, и с точки зрения, опять же, почему-то я привожу часто локальные системы лекций, иногда добавляю, что надо использовать материалы из других. Нужно, конечно, использовать материалы из других лекций, но локальная система, она может быть полностью отрабатываема, когда она, например, сформулирована в теоретическом плане,
и при этом как бы приложено. Вот предлагая сегодняшнюю лекцию, можно сказать, что все цифровые как бы комбинации, которые соответствуют объектам реальности, вы можете, вообще говоря, рассматривать в виде, конечно, тех же самых цифр. Значит, и рассматривать структуру изменения управляющего числа. То есть, если более статичной являются цифры, которые являются управляющими, то подструктура, она меняется. То есть, каждому движению человека можно, естественно, в соответствии ввести значит, какое-то число, которое бы характеризовало в плоскостном, в большей степени варианте, значит, именно управляющую систему. То есть, больше даже в проективном, то число как проективная управляющая система. Если вы видите оптическое свечение в виде той реальности, которую вы видите, и не называете словами, да, то у вас находится фаза реальности, которая является еще не обозначенной, то есть может быть так, что слова здесь никак не проявлены, и чтобы вообще сформулировать слово, надо сделать переходную систему, потом только слово формулируется. Также и для числа. Число является, значит, уже скоррелированной в фазе восприятия сознания системой. И вот чтобы число, одно число, которое в плоскостном варианте, например, пишется на листе, и является управляющим числом, или там комбинация цифр соответствовала, ну, скажем так, более корректно вашим целям по управлению, нужно между импульсом основного свечения, например, числа, и импульсом внешней реальности, который, ну, характеризуется не числом, а какими-то действиями или состоянием здоровья, значит, нужно провести, ну, сообразную серию взаимосвязанных, скажем так, стержневых конструкций, или, говоря по-другому, это более адаптировано, неких мостиков, то здесь можно воспользоваться принципом того же дробления по временному аспекту числовых рядов, так скажем. То есть, беря, например, какой-либо произвольный числовой ряд, и не рассматривая его там пристально, ну, например, на духовном уровне, зная, что между числом управления, например, я беру 4, для того, чтобы, значит, ну, в этом зале знания распространялись, ну, с максимальной там сверхбыстрой скоростью, причем в вечное время. Предположим, вот я беру число 4. Значит, почему я беру число 4? Потому что оно, во-первых, для этой задачи сейчас отвечает, а во-вторых, значит, я могу его просто назначить. Ну, просто тогда, если я назначу, например, 5 я назначу, тогда у меня будет другая система распределения. И поэтому я выбираю, либо я назначаю, либо я просто выбираю как информативно существующее число. Дальше мне нужно сделать управление с учетом соответствия, например, не просто каждому человеку как некого уровня числа или цифровых кодов. Дело в том, что сам человек может влиять так, что он может преобразовывать систему, значит, ну, предложим там свою собственную, любую другую для цели спасения. То есть человек, который создает вообще цифры, кто занимается управлением, он имеет как управляющее действие это число. Кто, например, не занимается активно управляющей системой, тот имеет число как статичную систему, которая видоизменяется либо от внешних воздействий, либо, например, по сущности цели от создателя именно вот по вечному развитию. Тогда получается, что управленец, он имеет конструкцию, на которую он влияет, и поэтому моя конструкция от числа 4 должна быть реализована в сторону, например, числа 9, где есть возможность смены, если 9 связано, например, с нулем через пространство духовного воспроизводства числа. Вот число можно воспроизвести духовным, но там оно не видно в виде числа. И когда вы, например, переводите от девятки до нуля, как бы зная, что отраженная волна к 9 она настолько быстра, что 9 несет функции, в том числе и нуле, то есть корневого пространства, или так называемое пространство нуль перехода в любую фазу пространства, в любое число, то вы получаете то управление, что я, например, каждому просто добавляю, чтобы я посчитал нужным в виде знаний в основном. Если нужно, то делаю прямое управление для развития там, структуры сознания, но при этом стараюсь, чтобы это были взаимоменяемые, взаимодоступные, что ли, системы, они были бы свободные,
неконсервативные и по возможности такими, чтобы, если это не касается в принципе структуры человека радикально, то есть некая там травма или какая-то проблема, то чтобы он сам лично выбирал. То есть примет он, например, или не примет. Если это касается радикального изменения, то есть тогда уже как бы платформа свободного выбора строится на платформе от создателя, то есть в сторону вечного развития. И все равно навязывания не происходит. Это вот для системы управленцев, кто, вот если рассматривать рассеянную систему, как бы подсистемы, где числа светятся, то управленцы, в принципе, могут менять эти цифры, но, тем не менее, в итерации действия существует это число. Следовательно, вот я могу ответить так на этот вопрос, что управление через цифровые коды существует для тех, кто занимается управлением именно всей реальностью, как значит, код или цифровая комбинация действия, а не как статичная система. Если значит, человек как бы в меньшей степени что ли занимается или не занимается управлением реальности от сознания, то тогда такие статичные системы соответствуют более или менее продолжительное время. Значит, при этом я не имею в виду там число, год, месяц рождения, это, конечно, статичная система, но она в большей степени видоизменяема в зависимости от того, к какому числу придать какое духовное содержание. И поэтому изменение здесь может быть, значит, от уровня духовного плана. И вот духовное содержание, предположим, с точки зрения вечного развития, если рассмотреть бесконечное развитие, то дух также он развивается бесконечно. То есть там возникает синхронность логической и как бы фактологической фазы. Тогда наложение этих фаз, в зависимости от состояния, может определять как бы активное действие каждого числа. Вот какое действие каждое число рождает, например, год, месяц, число. И получать тогда вообще вот дату рождения, предположим, вроде бы фиксированную систему, получать как активно действующую и, более того, меняющуюся по целевым уровням, потому что, значит, вы можете или так, или иначе засветить какую-то числовую комбинацию. Обратите внимание, что когда вы встречали какие-то дни рождения, какие-то числа были более выявлены на духовном уровне, какие-то менее. В какое-то время вы либо одни выявляете, либо другие, либо по одному признаку вы именно внутреннего, скажем так, оптического свечения, оптический сигнал получаете либо один, либо другой. То есть, получается, числа, они, казалось бы, статичны, они обладают таким свойством, что передают информацию, и вы для управления можете их там, либо эту информацию активировать, либо, например, оставлять такой, если она является нормальной, так скажем, с точки зрения вашего восприятия. Поэтому для того, кто занимается управлением, значит, даже статичные, казалось бы, цифры, там, предположим, коды городов, улиц и так далее, какие-то телефонные коды, их можно сделать активированными и работать, вообще говоря, таким образом, чтобы, например, между двумя числами там, строить различные числовые ряды под управление этими кодами. Здесь для управления вот статичными кодами существует несколько обратные структуры. То есть, например, если я рассматриваю, предположим, какое-то число, пусть, предположим, существует какое-то двузначное число, состоящее из двух цифр, тогда я могу сделать подструктуру и рассмотреть от 0 до 9 цифр, что если я мысленно ввожу между этими двумя числами какое-либо из этих чисел одно или там целый ряд, то я получаю, соответственно, управлением событием через фиксированные числа. И при этом пользуюсь теми же числами, как бы чтение, да, своеобразное управляю чтением между строк, так называемым, между цифр. И тогда как бы я получаю, что даже, казалось бы, формально статичные системы, на самом деле очень активные системы, и с точки зрения сегодняшней лекции они выражаются как управляющие именно системы, где рассеянную область я создаю просто путем волевых комбинаций, отсматривая структуру будущих событий. И в связи с этим, вот, например, если речь идет о лечении, например, вот, через цифры, то между цифрами также можно строить подчисловые как бы ряды и делать более интенсивный процесс или, например, более подконтрольным, скажем так, по времени медленным или быстрым и так далее.
Значит, то есть не просто распределением, например, внутри сферы, где система распределения может быть не всегда фиксирована, и надо еще концентрировать сознание на том, чтобы как-то замерять, что ли, расстояние и запоминать их распределение. А можно иногда фиксировать через жесткую систему подцифровых концентраций. При этом система подцифровых концентраций, она может быть либо собственная, либо складываться из идентичных диагнозов. То есть, выбрав любое место, в основном это место примерно в середине числового ряда, если вводить подцифровые концентрации по следственным или по организующим данный диагноз причинам, то вы усиливаете лечение. Но можно также создавать и свои системы, и при этом выписывать, тогда вы получаете достаточно жесткую систему интенсивности в управляющем плане фиксированных рядов. Значит, вот этот вопрос такой, что в данном случае, в общем-то, по сегодняшнему дню достаточно хорошо он проработал одновременно со мной вот, в логической фазе на начальном уровне, а потом больше управление шло на духовном потоке, так скажем, на духовном содержимом. Поэтому вот выявление духовной фазы – это и есть во многом своеобразное просветление оптической информации, где разреженность уже больше информации, но при этом, кроме того, что вот характеристика разреженности существует, здесь интенсивность логического и ясновидческого уровня понимания становится более ясной. Вот понятие прямого познания – это в том числе пространственная минимизация по времени для восприятия какого-то элемента. Почему я сказал, что если мы дробим время очень сильно, то когда не остается времени для логического восприятия, мы просто видим. То есть ясновидение – это просто прямое видение, где вы не тратите время для того, чтобы переструктурировать через логическую фазу сознания. Где логика существует, потому что вы имеете адаптированное знание. Вы знаете, что там, смотря на транспорт или на какое-то явление, вы просто его знаете. Если это явление совершенно необычное, тогда вы просто либо тоже знаете сразу, либо переводите в известную систему структуры своего познания, либо просто расширяете структуру познания, в зависимости от необходимости. И вот эти вот системы расширения, они таковы, что вы просто-навсего можете расширять системы, в любом случае, целевым образом, видя фазу общего, например, спасения, пока существует, предположим, там глобальная угроза уничтожения, вы можете это делать в первой итерации сразу, во второй итерации, в принципе, можно применить анализ, но пока существует, опять же, система макроуничтожения, она все равно вынуждает делать итерацию с ее реальным, что ли, уровнем возможного воплощения. И поэтому вот почему я ввожу уровень макроспасения как уровень предварительно основной, потому что это та, фаза объективной реальности, которая должна быть управляема всегда, чтобы следующая секунда развития существовала и не было глобального уничтожения. Поэтому вот если вы работаете числовыми кодами по назначению этих уровней управления, вот по числам, по возможности обязательно, это вообще как каноническое правило, это лучше делать сразу, но почему я говорю по возможности, потому что часто по структуре рассеянного импульса существует уровень именно макроспасения. Поэтому я допускаю, что именно слово по возможности делать каноническое управление связано с тем, чтобы вытеснить информацию макроспасения и не придать ей числовой формы. То есть, если вы ее не реализуете в виде числа, значит, ее не существует в пространстве будущего. И сейчас проделайте такой тренинг прямо передо мной. Значит, постройте такие числовые ряды, где нет информации, где нет чисел о макроуничтожении. Старайтесь сделать быстро, это может занять всего несколько секунд, а я посмотрю. Вот вопрос, который я сейчас поставил в виде задачи, посмотрите, это нагрузочный достаточно вопрос в том плане, где душа и дух действуют одновременно. То есть суметь, создать числовой ряд, который никак не стыкуется, например, с числом возможного, глобального уничтожения,
То есть создать автономную систему, которая никак не описывается. Это очень, на самом деле, напряженная структура в реальности, где душа и дух работают одновременно. Обратите внимание, вот здесь именно можно отследить одновременно с работой двух определенных, например, таких систем, как душа и дух. И по такому принципу рассмотреть, как работает совместно с вами Создатель по предотвращению макрокатастроф. То есть вы сразу заметите это достаточно ясно, если на физическом уровне все делают одну и ту же работу какую-то обобщенную, то это достаточно коллективное сознание здесь четко очень проявлено, ну, в целях одного и того же действия. Да? Здесь это то же самое на уровне внутреннего управления, потому что соотношение с физическим уровнем здесь желательно видеть. И тогда вы видите Создателя, который создал тот же физический уровень. То есть это вот такой философский вопрос, касающийся того, что значит, вечный уровень развития, так скажем, он проявлен в большей степени как духовная составляющая, что вы видите вечность в себе, потому что вы, во-первых, такими являетесь, то есть есть тот уровень вечности, который просто реализуем, если вы просто все время к нему идете. Если, например, вы начинаете приостанавливаться, то вы просто попадаете в другую качественную систему. И поэтому уровень вечности, он реализован в вас, движущийся в сторону вечности. Если ставить вопрос вот, по доказательному плану существования вечности, то могут пройти миллиарды лет, но следующая секунда всегда сохраняет вопрос, пока она не реализована. Могут еще миллиарды, и опять следующая секунда всегда стоит в себе вопрос, а вот хорошо, прошло, например, там много миллиардов лет, да? Дву- или трехкратных по одному периоду. А дальше вот как реализуется вечность? Вот поэтому понятие истинно реализованной вечности – это понятие точности в реализации, то есть такого духовного состояния, такого движения, когда вечность уже реализованная фактологически как бы совмещается с событийным уровнем. Поэтому дальше можно рассмотреть, что каждая событийная конструкция позитивного созидательного толка также обладает структурой вечности, которая, вообще говоря, может быть рассмотрена даже самостоятельно. И по возможности в качестве домашней работы посмотрите, где каждая созидательная конструкция содержит структуру вечности, например, в виде числа, в виде какого-то сегмента, например, в оптической сфере свечения. И постарайтесь эту информацию вечности сделать такой, чтобы, наложив ее на информацию жизни, сделать их идентичными. Тогда вы можете, значит, распространить жизнь даже в те системы, которые, например, ну, не являются с этой точки зрения функциональными. Вопрос такой, что если, например, рассмотреть понятие эгрегора и при этом, значит, с точки зрения эгрегора рассмотреть вопрос важности, ну, когда человек придерживается какого-то эгрегора, то я могу сказать, что, ну, если рассмотреть понятие как бы один из уровней коллективного сознания, например, эгрегор, как уровень коллективного сознания, который характеризует какие-то определенные связи, отношения, например, там, христианство, буддизм, мусульманство, ну и так далее, то здесь, если говорить о приверженности одного эгрегора, какой-то ситуации, там, именно вот как сущности духовного плана, приверженности эгрегора, то здесь существует ряд систем, касающихся того, как вообще формируется, например, тот же эгрегор. Если брать более ранние времена, когда еще, например, ну, скажем так, религиозные контексты развития общества были проявлены иначе, то понятие эгрегора в основном формировалось территориально. Но эгрегор, который существует, например, ну, в христианстве, предположим, в том числе имеет территориальную систему формирования, и при интенсивности связи он начинает распространяться. Более того, из одного уровня переходит информация в другой. Если посмотреть все фундаментальные религии, то мысль о созидании, вообще о технологиях, в том числе созидательного плана, она там проявлена совершенно четко. Следовательно, собственно говоря, если говорить о важности, как в данном вопросе,
приверженности человека к какому-то эгрегору, то я считаю важно, чтобы он просто понимал сущность созидательного плана любого эгрегора, именно созидательного имеется в виду. Понятие несозидательного эгрегора – это не функциональное, как правило, понятие, то есть это как бы система расконструированных, так скажем, если назвать так в оптическом варианте, систем, которые имеют постоянную динамику, то есть они постоянно движутся и, в принципе, практически из-за этого по сущности развития они не функциональны. Значит, ну почему предложим вот картины про, значит, разные системы наказания за прегрешения, они именно в неких таких динамических действиях всяких представлены, ну, неких таких там огней, неких, собственно говоря, понятие ада, например, и так далее, где все время происходит с точки зрения вот тоже противодействия, да, эгрегору, не эгрегору даже, это можно так не назвать, а рассистематизированным системам, ну, деструкции, потому что здесь происходит постоянное движение, где деструкция выявлена в виде, например, именно динамической системы, которая не имеет будущего развития с точки зрения вечности развития. Любая деструкция всегда имеет противодействие элементам вечности. И когда как бы вот замысел создателя по вечному развитию выявляет такие системы, почему сказано, что создатель всегда находит, значит, ну, как бы возможные деструктивные направления в деятельности, в мышлении, потому что это совершенно четко фиксируется в плане, значит, развития даже оптических систем. И поэтому говорить о том, что вот именно такой эгрегор, если говорить соотносимым, что ли, понятие эгрегора, потому что эгрегор носит большей части позитивную такую характеристику с точки зрения восприятия. А вот деструктивный уровень говорит о том, что к деструктивному уровню, как правило, принадлежности, ну, на сколько-либо там длительно не существует. Вот в чем слабость на самом деле любой деструктивной системы. Но если это проявлено, например, в виде ядерной бомбы, то мы получаем статичную вещь. И вот здесь возникает достаточно, ну, как бы в моральном, что ли, принципе, достаточно принципиальная система, что воспроизведенная однажды на динамических системах деструктивного плана, например, ядерная бомба, теперь начинает формировать как бы система ядерных, что ли, бомб или система глобального уничтожения, начинает формировать противодействие, в том числе, которое необходимо, чтобы было по локальному типу сделано, то есть чтобы каждый, имеющий систему собственной реакции, мог предотвратить, вообще говоря, все. Вот почему я учу, чтобы каждый мог уметь предотвратить возможную макрокатастрофу, причем самостоятельно, потому что уровень формирования этой системы, как бы, ну, деструктивный, он именно такой, что был направлен как бы ко всему каждому, что будет, например, дальше развиваться после, например, создания ядерной системы уничтожения. И поэтому можно пользоваться понятием, ну, там, позитивного эгрегора, в сущности выделяя любые эгрегоры, для того, чтобы научить каждого по всей массе позитивной информации. То есть в качестве вот просто самостоятельной работы вы возьмите и постарайтесь посмотреть, насколько сильна характеристика вот всего объема позитивной информации против там единичного уровня там изобретения, предположим, которое привело к ядерной реакции, там, созданию ядерной бомбы. То есть это разовые уровни деструктивного плана. И нарастающее сознание людей, оно настолько велико, что все равно в любом случае реализуются пути предотвращения глобальной катастрофы, но при этом каждый следующий уровень развития на самом деле добавляет гораздо больше, нежели возможность уничтожения. И вот при мне сейчас вообще пронаблюдайте этот закон, что каждый элемент развития на самом деле делает все более невозможной глобальную катастрофу, хотя вроде бы количество бомб может увеличиваться. С точки зрения только одного уровня, и посмотрите эту информацию эгрегоров, созидательных планов, возможность быстроты передачи информации. А я понаблюдаю.
Теперь сделайте такой тренинг сразу же после первичного. Вот у каждого человека могут быть разные, значит, в оптическом, что ли, проявления системы свечения, причем даже в зависимости от времени, там разные в плане интенсивности, например, то в целях бесконечного развития таких свечений возникает бесконечное множество по содержимому. Свечение, например, связанное с конкретным фактом реализации ядерной бомбы когда-то там в начале ее изобретения, это всего лишь навсего одна форма. И если разные формы свечения всех людей там во всем мире взять и направить, причем они бесконечным образом еще меняются по структуре вечного развития, только лишь структуре реструктуризации, это может приводить к очень сильным в социальном плане процессам, связанным с тем, что постепенно ядерное, например, как минимум оружие или там бактериологическо-химическое уже может быть не опасным для глобального сначала уничтожения, потом уже вообще для уничтожения. И поэтому по возможности в качестве самостоятельной работы посмотрите, как использовать общеизвестные понятия, например, теософии, религиозные системы, социальные, для того, чтобы выявить максимальное количество разных свечений, разных оттенков в оптическом диапазоне, выявить, например, структуру жизни в разных системах, включая прошлое и будущее, и все это направить на реструктуризацию, например, возможных систем сначала глобального уничтожения, которые, в принципе, высвечены, как правило, это в основном, как правило, они высвечиваются, если говорить, что у них существует вот это понятие права высвечиваться, да, скажем, их внутреннее, да, локальное право, то понятие правила здесь оно подходит только лишь как временная система их существования в пределах социального сознания, потому что со временем любые социальные деструктивные системы уже могут не иметь в социальном сознании даже названия. Поэтому, как правило, существует это только в локальном плане противодействия, я использую такое слово. И здесь посмотрите, что это обычно моносвечение, достаточно четко проявленное, в общем-то не имеющее особых, значит, каких-то специальных характеристик, поэтому возможную катастрофу, даже не глобальную, всегда достаточно просто, если этому уделить внимание, определить на основе функции собственного сознания. И даже, значит, в любом случае предотвратить макропоследствия. То есть вот эта система, она просто заложена буквально у каждого на уровне любого уровня восприятия. И если человек там просто смотрит, воспринимает или вообще существует, он уже эту работу делает, просто ее можно сделать целенаправленно и эффективно, объединив усилия всех, и тогда то, что не произойдет в любом случае, по крайней мере, макроуничтожение, это будет уже логически обоснованной, социально доказанной задачей. Я считаю, что на основе технологии использования, значит, быстроскоростных технологий, то есть технологий вечности, разная интенсивность свечения у разных людей, и причем в бесконечном это получается времени бесконечное количество разных совершенно интенсивностей, направить на какую-то моноволну, там, монохромную, и реструктуризовать, на самом деле, в общем-то, логически не представляется особых проблем. И поэтому ясно, что в любом случае не будет глобального уничтожения. Другой вопрос тогда, для чего существуют такие длительные периоды достижения, да, таких целей. А существует для того, чтобы сознание этого каждому пришло на естественном уровне естественного восприятия, то есть по свободе личного выбора. И поэтому образовательные процессы, они в основном затрагивают ориентацию свободного выбора на такой элемент коллективного сознания, то есть своеобразный духовный рост. Поэтому получается, что то, что в любом случае может не произойти и не произойдет даже по восприятию одного человека, который вообще идеи ставит, например, недопустимость макроразрушения, технологически в социальном плане эти идеи доходят долго, потому что по задаче создателя каждый создан свободным, и именно на свободе воли он должен это реализовать. И вот вашей задачей является такая, значит, система сопротивления, моносистема реструктуризации, которые бы обучали других, и реструктуризация происходила естественно, в социальном плане, когда люди могут
значит, реализовать совместное решение. Но, тем не менее, у вас всегда существует возможность силового вмешательства в то, чтобы не допустить глобальной катастрофы, потому что методология это позволяет сделать. На сегодня я заканчиваю лекцию. Спасибо за внимание.